Обычная семейная пара из Тулы решила отправиться в кругосветное путешествие. Свою поездку Александр и Екатерина снимают на видео и выкладывают в блоге, где сейчас находятся наши путешественники и куда отправиться дальше. Всем привет! Привет, привет! И сегодня 51-й день нашего кругосветного путешествия. И мы в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. Осталось какой-то часик там еще, и мы должны добраться до нашей квартиры. Тогда включимся, покажем вам, как она выглядит. Друзья, ну мы добрались до квартиры. Здесь самозаселение. Вот такой у нас санузел сразу при входе. Это квартира-студия. Маленькая кухня. Обеденная зона. Кровать. Телевизор. Есть еще такой балкон. Ну, вид, наверное, покажем завтра. Друзья, всем привет! Еще раз привет! Это по-прежнему 51-й день нашего кругосветного путешествия. Мы вышли погулять по Буэнос-Айресу. Поспали несколько часиков. Сейчас идем в кофейню с какими-то умопомрачительными отзывами. От нас идти минут 10, наверное. Хотя вокруг очень много других кафе. Сейчас покажем вам, возможно, цены, что почем. Как вы поняли, курс примерно 1250 за $1. Да, тут цены тоже тут миллионы, сотни тысяч. Сейчас будем вникать вместе с вами. Сколько собак в одном месте. Неужели это один человек справляется? Прогуляться с ними. Месси, естественно, везде. Национальный герой. Ну, в целом обстановка вокруг такая приятная. Нам нравится здесь. Ну, мы живем в хорошем районе. Называется Палермо, да, по-моему? Палермо. Вот, возможно, из-за этого. Но мы исследуем и другие места, и все вам расскажем. Конечно же, самые опасные посетим. Как же без них? В отличие от другой Америки, здесь, конечно, проблем с кофе вообще нет. Круассанчики, кафешечки просто на каждом углу. В каждый хочется зайти. Дошли мы до места. Название справа у вас, внизу. Нам принесли наш завтрак. Это называется классический завтрак. Типа омлет, авокадо, орешки и тосты. Ну, цена слева внизу. Ну что, мы позавтракали. Скорее даже во времени пообедали. Ну, не знаю, что, ну вкусно, Да, нормально, вкусно, да. порции небольшие, средние. Мы наелись. Мы наелись, мы не очень сильно есть хотели. Кофе был очень вкусный, Да, кофе мне кстати, очень да, понравился. очень хороший, Один прям. из лучших, наверное, за последнее время. А вот цена, ну, не очень такая приятная. Мы отдали 40 тысяч реалов. Да, 40 тысяч реалов. Это получается по банковскому курсу $34. Ну, за 2 омлета с авокадо и тостами и за 2 кофе, наверное, $34 многовато. Да, для Латинской Америки мы уже привыкли, что цены какие-то такие, ну, в принципе, низкие везде были. А здесь уже ощутимо выше. Если бы платили бы наличными, то вышло бы на пару долларов дешевле. Вот сейчас разница курсов официальной и неофициальной не очень большая. Поэтому как-то так. Идем дальше. А, да, в планах у нас Купить третий дрон. купить третий дрон. Это будет третий DJI Neo, который у нас будет. 2 мы утопили, но вы видели уже, как мы утопили второй. Первый мы уже рассказывали тоже. Первый утонул у нас в Турции. Да, в Босфоре где-то плавает. Вот теперь будем третий. Если у вас есть или вы планируете купить дрон DJI Neo,
Там есть автоматические функции, когда он летает по заданной программе. Никогда не запускайте его над водой. Никогда. Он просто тупит, летит куда угодно. С пультом можно летать как хотите. Над водой, над вулканом, над лавой. Но если автоматические функции, только на суше. Никакой воды. Мы поплатились второй раз уже за свою ошибку. Сначала он вроде бы работал, а теперь он полностью отказался включаться. Ну, короче, все, хана ему. Не знаю, как передать вам атмосферу. В принципе, никаких архитектурных изысков здесь нет. Такое вот строительство, я назвал, малоэтажное. Чисто квартиры в этих домах. Но все равно как-то приятное ощущение. Да, очень комфортно. Спокойно, комфортно. Машины очень редко проезжают. Хотя сейчас вот сколько времени? Сейчас пол второго. Да, то есть как бы вот все нам нравится, все хорошо. Проходим, видимо, агентство недвижимости. Вот можно посмотреть на цены. Я так понимаю, что это что-то аренда, что-то продажа. Ну вот за 1500, я так понимаю, это аренда. За 87 тысяч долларов. Видимо, уже все-таки продажа квартиры какой-то. 248 тысяч квартира. Всяких стильных заведений, ну просто очень много, очень много. При этом везде сидят люди, как бы они не стоят все время. И в каждое хочется зайти, попробовать. И здесь мы впервые не ощущаем себя в Южной Америке. Прям вот четкое ощущение, что мы где-то в Европе находимся. Даже населения вот этого именно коренного здесь ну практически Очень нет. мало, да. Очень мало. В основном как-то вот, ну, какие-то европейские все-таки лица. Да, в первом кафе уже даже встретили первых русских. Да. Сидели за соседним столиком. Ну, сюда, конечно, очень много эмигрировало за последнее время. Видимо, сказывается все-таки это. Месси, Марадонна. Where you come from? Russia. Yeah. Мир и дружба. Мир и дружба. О, speak Russian. Человек попросил нас сфотографировать на фоне Месси и Марадонны. Да, сейчас сделаем мы снимок. Мы тоже решили сфотографироваться в этом месте. Ну, естественно, Месси, Марадонна, национальные герои. Вообще перекресток тоже такой колоритный. Заведения все красивые, разукрашенные. Да, и с погодой нам сегодня повезло. Вон уже впереди видно вывеску DJI. Но сразу скажу, что цены здесь на технику значительно выше, чем даже в России. Здесь какие-то, насколько я понял, заградительные пошлины на ввоз. Поэтому, к сожалению, стоит все дороже. Но мы договорились за скидку при наличной оплате. Сейчас посмотрим. В магазине представлена почти вся продукция DJI, включая вот такие большие дроны и просто гигантские. Я так понимаю, это сельскохозяйственные дроны. Но цены, естественно, повыше, чем в России, как я сказал. Ну все, мы готовы опять летать. Друзья, первый был без имени, второго звали 11-й. Как назвать третий? Будет Лаки. Да, будет Счастливчик. Давай, Катя, распаковывай. We need two cappuccino. Гранд капучино. Yes. Вот он, красавчик, Лаки. Вообще совсем не похож на прежнего. Совсем другой. Да. Кстати, другой-то цел, он лежит дома, но он не включается. Зачем включается, но не летает. Ну и какой костюмчик на собаке. Да, еще здесь стоят везде поилки. Ты посмотри, Россия 2018, чемпионат мира. Руссия. 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 Да. Видимо, фанат Мундиаля. В общем, мы пришли, вон напротив Movistar, это оператор сотовой связи. Но сим-карту нам там не продали. Показали пальцем напротив, мы пришли напротив, вот, ну, обычный магазин, как и везде, да, и здесь мы купили сим-карту за 15 тысяч, получается, реалов, да,
Это где-то, ну, $1 с чем-то. Как ее там оформить, пока мы не очень понимаем. Вот в плане вина. Есть вино. Ну, здесь же продается. Ну, начинается, наверное, от 4500 за бутылку. Это, наверное, где-то $3, 3 с чем-то доллара. Да. Ну, разные цены. 4 даже есть, дешевле, на 6. Ну, скорее всего, все-таки недорого. Вот Недорого. Мальбек 13 тысяч стоит. Да, вот Мальбек вот почему-то 13 тысяч стоит. Это уже подороже. 16 тысяч Мальбек. 6,5 тысяч Мальбек тоже. Порядок цен вот такой. Делим примерно на 13, ой, на 1300. И получаем цену в долларах. Вот цены на фрукты и овощи. Цена указана в реалах, делить надо на 1250 и получаем цену в долларах. Ну, мандарины, да, для примера, примерно $1. Тут такие большие, хорошие мандарины, на вид, по крайней мере. Яблоки 2, чуть больше 2. Порядок цен такой. 30 яиц стоит, о, я не посчитаю, наверное. Раз, два, три, $4. 5, наверное, да? Примерно $5 стоит 30 яиц, 3 десятка. Ну что, мы купили сим-карту. Единственное, как бы с трудом мы ее пополнили. Сим-карты покупаются в любом киоске. Вот такие маленькие мини-магазинчики, мини-маркеты. И в принципе там же они, эти сим-карты, пополняются. Только сначала ее нужно самостоятельно зарегистрировать на себя. То есть через WhatsApp отправляйте свои документы. В общем, следуйте инструкциям. И уже после регистрации вы ее пополняете в этом же киоске. Выбираете пакеты сначала в приложении. Ну, в принципе, все просто. Вот. Обменяли деньги. Первый обменник, который нам попался, там же и поменяли. Курс получается за $1 1240. Вот. В принципе, пока больше новостей никаких. Сегодня мы навряд ли какие-то достопримечательности посетим. Сейчас сходим в супермаркет, купим продуктов и, наверное, пойдем в сторону дома или поедем на такси. Время сейчас 16:30 у нас. Так что так у нас 51-й день проходит. Еще интересная особенность Буэнос-Айреса. Здесь в центре практически везде покрытие бесплатного Wi-Fi. Очень удобно для туристов. По большому счету, может быть, не так и нужна сим-карта. По пути в супермаркет зашли на какую-то пешеходную улицу с магазинчиками. Сейчас зайдем в Лакост, посмотрим. Как раз будет примерно понятен уровень цен, я думаю. Футболки по акции 55 тысяч реалов. Это примерно $44. Поло 80 тысяч реалов. Где-то больше $60. Магазин Levi's. Как раз сейчас посмотрим на примере джинсов, какая цена. 119 тысяч реалов. Примерно $95. Здесь, конечно, подороже. 149 тысяч реалов. Дошли до какого-то красивого железного моста. На картах Google нашли вот это заведение, гриль-ресторан. Более 10 тысяч хороших отзывов. Сейчас идем попробовать. В общем, заказали, выбрали. У нас будет какой-то стейк из говядины по рекомендации официанта. К этому стейку прилагается дополнительное блюдо, которое включено в стоимость, если берешь этот стейк. А Катя заказала из этого же меню, только не стейк, а... Курицу без кожи. Курица без кожи тоже она на гриле, и к ней тоже включен что-то дополнительное, то ли блюдо, то ли гарнир. Гарнир. Я да. выбрала овощи.
А я не знаю, что я выбрал. Я выбрал то, что он посоветовал. Ну, сейчас мы видео снимем, как это все будет выглядеть. Ну, цены, наверное, не дешевые. Моя курица стоила 17 тысяч, это где-то чуть больше $10. А говядина, сейчас я прям Где-то посчитаю. $13. Говядина, сейчас 36, я посчитаю. по-моему, 36 тысяч она стоила, эта говядина. Это $30. 36 тысяч мы делим на 1240. $29 стоит мое блюдо. А твое, Катя? А моя в районе 13. В районе 13. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Вот такая вот обстановка в данном ресторане. Людей пока еще помимо нас только одна пара. Но, как мы поняли, здесь вообще принято поздние ужины. Да так, местечко очень довольно-таки уютное. Друзья, ну нам принесли то, что мы заказали. Ну, у меня стейк, он просто гигантский. Единственное, конечно, косточка там в середине идет. Но по рекомендациям это самое лучшее, что у них есть здесь. Вот, а у Кати, получается, вот ее как раз... У меня курочка, грудка и овощи на гриле. Выглядит и пахнет очень вкусно. Сейчас будем пробовать, потом расскажем. Да. Курочка нежнейшая просто. Ну, сейчас и я попробую. Очень вкусно. Единственное, вообще не соленая. Да, у меня тоже. Но это, наверное, специально, чтобы прочувствовать вкус, потому что отдельно подали соль, перец и оливковое масло. Да. Сейчас я попробую, что это, видимо, картошка с сыром. Да, это, наверное, баллонс этот. Нет, это не баллон. А, картошка? Это целиковая картошка. Целиковая картошка, запеченная с сыром. Ну, скорее всего, наверное, она была отварена, а потом запекли ее с сыром. Ну, вкусно. Мои порции довольно-таки большие. У меня тоже здесь большая тарелка овощей. Очень вкусно все. Да, это место мы можем рекомендовать точно. А соусы пробовал вот эти? Он не острый, там именно какие-то специи, травки. Но очень интересно. Можно немножко подсолить, мне кажется. На хорошее место. Твердый сыр. Очень приятно пахнет. Получается где-то, наверное, что, $1,5 где-то, да? За 100 грамм. Килограмм, значит, $15. Вот еще всякие деликатесы. Всеми любимая вот такая вот нога, 236 290. Полуфабрикаты. Вот стейки из говядины, 17 тысяч. Это примерно $13. Да, где-то около 1000 рублей за килограмм. Куриная корочка, цена примерно $2. Молоко в среднем где-то, наверное, $1,5 стоит. Здесь самые дешевые яблоки, наверное, в Южной Америке. В общем, вот такие вот шикарные яблоки стоят примерно $1. Ну, здесь яблоки подороже, но тоже всего $1,5 где-то стоят. Апельсины по 80 центов. Ну, по вину, естественно, в Аргентине просто рай. Любое, на любой кошелек. И очень дешевое, и очень дорогое. Выбор огромный. 4800, 6300, Мальбек, 6900, 8850,
делим на 1250 примерно. Получаем цену в долларах. И по 4000, и по 5000. Какие-то скидки. Ну, вариантов очень много. В общем, в районе $3 куча вариантов. 3, 4, 5 долларов. Есть выбор.